Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас на коррекции вторая Анина рука. Стразы, к сожалению, не дожили до этой коррекции, но тем не менее ногти у нас все на месте, все хорошо, поэтому сегодня будем делать просто коррекцию. Как мы вчера с вами уже обсуждали, мы решили Ане сделать очень-очень короткие ногти, потому что я не знаю, когда в следующий раз получится нам встретиться на коррекцию. А Аня уже тут со дня на день рожать, поэтому с этими ногтями она, возможно, пойдет в роддом. Поэтому снимаем весь объем материала, убираем длину по минимуму, отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и поехали! На некоторых пальчиках у нас раскрошились боковые стороны. Натуральный ноготочек при этом тоже пострадал, тоже немножечко раскрошился. Поэтому эти места мы укрепляем при помощи стекловолокна. На самом деле это самый простой и быстрый способ укрепления натуральных ногтей. И действительно, в таком случае с ними ничего в дальнейшем не случится. Стекловолокно будет отличным армирующим материалом для того, чтобы принять на себя все возможные нагрузки. В мокрый материал укладываем кусочки волокна, укрепляя те места, которые нам необходимо. Потом мы аккуратненько все это подпилим, сделаем сразу же форму натурального ноготочка таким образом, чтобы в дальнейшем без опила можно было выложить всю архитектуру. Напоминаю, что выкладку мы будем производить из самозамешанного материала. Мы его смешали сами. Смешали из базы для гель-лака мягкой и жесткого моделирующего камуфляжа. У меня на канале, кстати, есть обширный ролик по поводу того, как и что можно смешать из моделирующего материала и гель-лаковых баз. Очень интересный, кстати, ролик. Если кто-то не видел, ссылочку на него оставлю в описании. Ну а теперь выкладываем наш ноготочек без опила, то есть ориентируемся на блик. Если у вас есть круглая лампа, конечно же, вам намного удобнее работать, когда виден круглый блик. Мне лампа, к сожалению, мешает круглая, она забивает мне съемку, поэтому я ее убираю, и здесь мне становится ориентироваться, конечно, немножечко сложнее. Но, тем не менее, видеть свой рассеянный блик я тоже уже привыкла. Поэтому, в принципе, вполне возможно ориентироваться на любой источник света. После того, как у нас готовы все ноготочки, покрываем их финишем. Нам два пальчика пришлось все-таки опилить, потому что Аня их задела об лампу. Если на прошлой ручке мы сделали простой, очень быстрый дизайн, то в данном случае нам захотелось порисовать. Здесь будет немножечко подольше, но тем не менее дизайн будет безумно простым. При помощи акварельных фломастеров набираем для себя основу нашего будущего цветочка. Набираем это все по глянцевой поверхности для того, чтобы у нас получилось, чтобы была возможность вымывать излишки акварельного фломастера. То есть мы берем кисточку, смачиваем ее в обезжиривателе и ею снимаем основную массу цвета. Таким образом, чтобы у нас получились полупрозрачные акварельные лепесточки и чтобы у нас сразу в этих лепесточках получились более плотные по цвету прожилки.
Далее цветными гель-лаками добавляем светотеневых моментов и каких-то пятен цвета. Просто гель-лак в очень маленьком количестве растушевываем таким образом, чтобы получились мягкие плавные переходы. Мне захотелось немножечко усложнить фон, поэтому оттенком, который я покрывала ногти, я его смешала слегка с синим гель-лаком, и этим цветом рисую какие-то вензельные элементы на фоне. Теперь нам осталось конкретизировать наши цветы. Добавляем им в серединки тени при помощи черной гелевой красочки. И уже потом, после того, как перекроем финишем, по краю лепесточков бросим светлые какие-то блики. Это все будем делать при помощи белой гелевой краски. Вот и добавляем конкретику окончательную нашим цветкам. Добавляем тоненькую, красивую белую прорисовочку. Делаем очень нежные, яркие цветочки. Добавляем точно так же серединку нашим цветкам, потому что до тех пор, пока мы не добавили серединку в цветочек, цветочек еще цветочком не смотрится.
Итак, вот и готовая наша работа. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Впереди будет еще очень-очень много интересных роликов, поэтому не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Мы же с вами скоро увидимся. Всем до новых встреч. Пока!